Приветствую вас, друзья! Вчера вооруженные силы Украины с помощью РСЗО «Хаймарс» в очередной раз нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр, который вот уже 2 недели судорожно пытаются отремонтировать оккупанты. Удар был нанесен ночью, и его удалось заснять на видео. Рашистское ПВО делало попытки перехватить реактивные снаряды «Хаймарс», но, как мы видим, безуспешно. Мост получил повреждения и сохранил за собой статус непроездного. Ранее был выведен из строя железнодорожный Антоновский мост, а 13 августа был нанесен удар по мосту на дамбе Каховской ГЭС, в результате чего он получил повреждения, и тяжелая техника теперь через него не пройдет. Это 3 основных моста, с помощью которых оккупанты организовали свою логистику, а именно подвоз военной техники, боеприпасов, топлива, продовольствия и личного состава. Сейчас эти логистические маршруты ВСУ успешно перерезаны, и оккупанты остались без поставок всего необходимого для ведения боевых действий. Все высшее руководство оккупантов, находившееся в Херсоне, было эвакуировано через Днепр и сейчас находится в Мелитополе. Возле Антоновского моста враг организовал паромную переправу, но она способна переправить с берега на берег очень ограниченное количество грузов в сутки, в сотни раз меньше, чем можно было бы переправить через мост. Понтонный мост они наводить боятся, так как понимают, что он не простоит и сутки и будет уничтожен «Хаймарсом». Западные аналитики утверждают, что украинским войскам удалось прервать поставки российской армии на правом берегу Днепра возле Херсона, а британская разведка сообщает о серьезных проблемах со снабжением, с которыми неминуемо столкнется российское командование. Из-за нарушения цепочек снабжения боеспособность российской армии на западном берегу будет зависеть от объемов произведенных ранее запасов снабжения, резюмирует разведка Великобритании. Все эти мероприятия, проводимые ВСУ, относятся к контрнаступлению на Херсон, о котором все уже говорят несколько недель. Не понимающие в военном деле люди ожидают увидеть кадры, похожие на кадры фильмов о Второй мировой или кинохроники того времени, когда в наступление шли целые дивизии или армии под лозунгами «Ни шагу назад» и «Победа любой ценой», при этом неся колоссальные потери в живой силе и технике. В современном контрнаступлении вы такого точно не увидите. Уничтожение складов с боеприпасами и ГСМ, КП и казарм оккупантов, уничтожение логистических цепочек, работа партизан и диверсантов – это все элементы контрнаступления. С помощью такой тактики ВСУ выбило оккупантов на Сумском, Киевском и Черниговском направлениях. Когда их передовые части ушли вглубь, а тыловые колонны начали гореть и была нарушена логистика, им нечем было воевать, нечем было заправлять технику, и они вынуждены были отступить. Без четко организованной логистики невозможно вести ни оборону, ни наступление. Ведь недаром говорят, что пехота выигрывает сражения, а логистика выигрывает войны. С нарушенной логистикой оккупанты долго не протянут. К тому же в своих группах в различных мессенджерах оккупанты сами рассказывают, насколько плачевно у них там обстановка. Ситуация в Херсоне очень тяжелая. Несмотря на хорошее количество подкрепления живой силой, обеспечение никудышное. Такое впечатление, что военное руководство забыло, что солдат нужно обеспечивать питьевой водой и нормальной пищей. Практически каждый день прилетает по складу боеприпасов. Из-за поврежденных мостов их восстановление требует гораздо больше времени. Местное население в большинстве не поддерживает русский мир и информирует ВСУ о локации наших штабов и складов. Ненависть населения значительно усложняет ситуацию. Возможно, затея с Херсоном закончится не по крымскому сценарию. Будьте готовы к разному. А референдум, намеченный на 11 сентября, вряд ли уже состоится. Подготовка референдумов именно на 11 сентября, похоже, прекращена во всех регионах Новороссии, кроме, возможно, Луганска. Эта территория в целом находится под российским контролем, но еще важнее, что там создан госаппарат, способный дать результат. Может быть, потому власти ЛНР о плебисците не кричат. Но вот Херсонская область организовать процесс в такой срок, видимо, не сможет, как раз из-за отсутствия госструктур. Руководство же ДНР ныне заявляет, что голосовать должны
настроены жители всей республики после ее полного освобождения. А Запорожье электоральному прорыву явно стала мешать ситуация вокруг АЭС. В общем, праздничного волеизъявления вместе с остальной Россией пока не ожидается. Если такой план ранее и был, то сейчас администрация президента, судя по всему, с повестки дня его сняла.